При создании малоуходного сада первое, на что нужно обратить внимание, это на правильный подбор растений. Растения должны быть такими, чтобы не требовали от вас дополнительного внимания. Их не нужно поливать, их не нужно удобрять, их не нужно обрабатывать от всевозможных вредителей и болезней. И при этом эти растения хорошо бы, если они будут давать регулярный, стабильный, хороший урожай. Но не нравится кому-то алыча? Окей, сегодня я покажу вам другое растение. Речь сегодня пойдет о сливе. Посмотрите, в каких невероятных условиях она растет. Это очень крутой склон. Вот эта почва, это фактически глина с камнями. Причем глина, вот мы иногда говорим, что глинистая почва это плохо, там застой влаги, корни загнивают. Это другой вариант. Из-за того, что здесь очень крутой склон, влага, которая сюда попадает, с дождями, она моментально отсюда уходит. Под действием силы тяжести по этой глине просто стекает вниз. И фактически эта глина очень быстро становится сухой. Мало того, она практически превращается в камень. Посадить сюда какое-то нежное, какое-то требовательное растение фактически невозможно. Да, по большому счету, и воткнуть лопату сюда практически невозможно. Но, тем не менее, слива растет и, в общем-то, очень даже неплохо плодоносит. Почему? Я думаю, всему причина ее корневая система. Я думаю, что вот здесь, в этом варианте, у нее развилась комбинированная корневая система. Есть глубокий стержневой корень, который среди этих камней, среди этой глины пробрался все-таки на достаточную глубину, где берет влагу. Там на глубине наверняка влага все-таки есть летом. Но при этом развилась еще и поверхностная корневая система, которая позволяет держаться вот этому дереву на вот этом очень крутом склоне. Постоянно земля отсюда под действием дождей, снегов таящих, постепенно отсюда, конечно, сползает. Но, тем не менее, слива держится и очень хорошо плодоносит. Теперь рассмотрим такой важный фактор, как освещенность. Мало кто знает, но слива это довольно теневыносливое растение. И вот посмотрите, в каких условиях она здесь растет. Фактически это лес, он окружает эту сливу с трех сторон. И только вот в этой части, примерно где-то летом, это после 4 часов дня, появляется солнце и освещает ее. И тем не менее, вот в таких условиях плохой освещенности, когда большую часть дня она находится в тени, даже не в полутени, а в тени других растений, это грабы здесь вокруг, тем не менее она вполне себе хорошо плодоносит. Конечно, гораздо лучше посадить было бы ее на солнечное место. Она бы получала солнце по максимуму, свет по максимуму и плодоносила бы лучше. Но, повторюсь, даже в таких неподходящих совершенно условиях по освещенности плодоносит она, тем не менее, регулярно и хорошо. Теперь давайте поговорим про уход, вернее, про его полное отсутствие. Эту сливу здесь никто не поливает, никто не удобряет, никто не обрабатывает от каких-то болезней или вредителей. И даже никто не обрезает. Боже мой, это ж святое для нас, садоводов, обрезать деревья. Но, тем не менее, никто не обрезает. Хотя тут стоит подумать. Склон крутой, лестницу тут не поставишь. А дерево все-таки высокое. И собирать урожай, очень неудобно, и многие сливы недоступны. Поэтому я подумаю над этим вопросом. Может быть, все-таки крону стоит немножко опустить вниз. Но, опять же, это мое удобство. Это не требование самого растения. Теперь про плоды. У этой сливы они, в общем-то, не мелкие, сладкие и вкусные. При том, что совершенно не поражены никакими вредителями, не червивые, и нет на них никаких гнилей. Это огромный плюс для малоуходного сада. Вам не нужно бегать с опрыскивателем, обрабатывать. Вам не нужно думать о том, будет урожай, не будет урожая. Он каждый год. Многие сорта сливы самоплодные, то есть фактически даже одно дерево на участке способно давать урожай. Конечно, будет лучше, если вы посадите рядом еще одну сливу или алычу ту же самую, чтобы они взаимопереопылялись, и тогда урожая будет больше. Наверняка многие начнут спрашивать, вот на стволах сливы часто появляется камедь, да, выделения такие смолы. Что это такое? Ничего страшного в этом нет. Если ваше дерево в целом большое, крепкое, здоровое, то эта камедь это просто результат либо каких-то механических повреждений коры, либо это результаты морозов, которые были зимой,
либо это результат вашего неправильного ухода. В целом слива совершенно неприхотливое растение и идеально вписывается в концепцию малоуходного сада или даже лесосада, как в данном случае. Итак, какой же из всего этого вывод? Если растение способно выжить и хорошо плодоносить вот в таких совершенно неподходящих для себя условиях, на крутом склоне, совершенно без плодородной почвы, без какого-то ухода, без поливов, без удобрений, без химических обработок, без обрезки, в условиях недостаточной освещенности, и тем не менее оно выживает и плодоносит, представляете, как же хорошо она себя будет чувствовать и благодарить вас, если вы посадите ее в нормальные условия. Вот именно такие растения и стоит подбирать для малоуходного сада. Это те растения, которые один раз вы посадите, а работать они будут на протяжении многих-многих лет. Вообще надо сказать, что плоды сливы довольно универсальный продукт. Их можно есть свежими, их можно замораживать, можно сушить, можно делать пастилу, варить варенье, делать всякие соусы типа ткемали. Единственный недостаток у нее – они мягкие. И вот когда они падают, они бьются и фактически становятся малопригодными для чего-то. Ну, бьются, падают на землю, пачкаются, в общем, надо их как-то перерабатывать. Хотя падалицу я раньше использовал. Я очень люблю всякие фруктовые дистилляты. Мне нравятся дистилляты сливы, дистилляты из винограда, но самые любимые, конечно, это дистилляты из абрикоса и груши. Вот как раз туда падалица идет. Поэтому я говорил, что есть у меня в мыслях немножко опустить высоту этого дерева, чтобы все-таки можно было большую часть урожая собирать, а не подбирать его с земли. Ну вот, надеюсь, я вас сегодня убедил, что слива – это как раз то растение, которое может жить на минималках и при этом давать вам довольно хороший урожай. Ну вот, пожалуй, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Увидимся.